Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Так, я вижу, здесь есть гоблины, есть темпларка, есть спектра, есть нежить. И что это означает? А на самом деле это означает, что я, наверное, буду играть, скорее всего, через зверей, либо же через мехов. То есть, короче, один из этих билдов я точно буду собирать. Либо же это будут ведьмаки плюс убийцы через темпларочку. Ну, то есть, дефолтный такой билд, который очень-очень-очень сильный. Либо же это будут звери. Если звери, то нужно будет через вертолетиков двоечку играть. Но это если будут звери. Либо же через МК. Либо же это будут вообще гритеры. И так, я понял. Пока мехи, значит, нужно брать. Пока... Оп, сюда. Мана плюс 40. Так, ну пока старт мне нравится. На самом деле мне бы хотелось сыграть еще через... Со старта, может, через кунг-фу. Но не уверен пока что. Может быть... Короче, тут на самом деле нежить очень сильная, как я вижу. То есть тут есть спектра, есть лич, есть темпларка. И в принципе через ведьмаков это было бы овер сильно. Так как темпларка еще бьет чистым уроном, когда щит свой активирует, то в принципе она будет спокойно нежить контрить. Но давайте так, я не буду загадывать, вот что идет, от того отталкиваюсь. Вот допустим сейчас Гритер пришел. Грех его не взять, вы шо? Гритер это имба. Так, мана плюс, хп плюс 300. Мы берем по-любому. Хп плюс 300 это надо. Можно было бы орка взять. Ну, короче. А еще, ребят, этот видос выйдет, когда выйдет обновление патча. И там в обновлении патча я напишу в своем телеграме, что поменяли и тому подобное. Поэтому, кому интересно, не забудьте подписаться на телеграм. Он в комментариях закреплен. Там у нас плюс чат комьюнити, где мы все общаемся. Вот. Поэтому, кому интересно, подписываемся, не стесняемся. И пока... Непонятно мне идет, если честно, пока что. Так, Клокверка я заменю на... Ух ты! Ух ты! Безумная маска, молот грома. Два предмета обалденных, если честно. Если честно, два предмета реально обалденных. Так, у чувака тут халявные роллы, я так понимаю, собрались почти. Он такой в виде бафа гоблинов. И что же собрать? На самом деле можно было бы реально собрать через гритеров, через... А через кого гритеров собрать? Ладно, я возьму вот эту вот масочку, пока через Траксу поиграем. Пока через Траксу, потом я эту маску, если что, поменяю. Так, тут-то почему-то какие-то жесткие эти почки. Алло, а ну не душите так. Успокойтесь. Молодцы. На самом деле можно было бы взять и Траксу закирить очень сильно. Но просто я более чем уверен, что здесь будет собираться нежить. И вот, блин, ну халявные роллы, мне кажется, даже будут сейчас посерьезнее. Вот что-то у меня есть такое предчувствие, что халявные роллы будут реально намного серьезнее, нежели сейчас какой... Да ты издеваешься, серьезно, ты себе Траксу двойку уже нашел. Каким образом? Обалдеть. И кого мне поставить такого билд? Ну, не, ну гритер пусть остается. На самом деле, если собирать гритера, то, в принципе, это будет очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Для старта самое то, как по мне. Но мне тоже хочется халявные роллы. Так, я возьму уровень немного. И ничего, пока продам, поставлю лучше вот этого орка с массовым сайленсом и чистым уроном. Ну, таких я героев люблю, они хорошие, сильные. Если бы, конечно... Ой-ой-ой, чел острые наручи нашел. Какая же это имба. Ребят, если вы со старта находите острые наручи, поверьте, эту катку, скорее всего, будете тащить. Острые наручи со старта очень сильный предмет. Особенно если у вас есть кунг-фу, то забейте, вы просто будете выносить здесь все и вся. Но у него очень сильные персонажи там. Там гоблин, Тракса приходит. И... Не, ну, тогда маска бесполезна, раз ее взял. А что делать? И что делать, а как поступить? Ну, это гритеры, скорее всего. Не, ну, в принципе, можно было бы через волшебников сыграть и плюс магов. Я бы как раз хотел... А, ну тут Зевса нету, поэтому нечего показывать, грубо говоря. Давайте пока так. Хотя, в принципе, можно было бы в инкам выйти. Продать этих всех персонажей. А ну, маску тогда я зачем брал? Зачем реально я тогда маску брал? Непонятно. Так, Тинкер, в него ракетки.
Какая же ты юзлес помойка, боже ты мой. Какая же ты юзлес помойка, я в шоке. Блин, я думал 10 монет выйду. Что-то я поспешил. Ну, Гриттер еще один пришел. Ну, блин. Приходит, ну, прям вообще очень хорошо даже. Очень хорошие персонажи мне приходят. Вот если объективно судить, мне очень хорошие персонажи пришли. Есть Гриттеры, есть эти, есть Муэрто. Может Муэрто попробовать закерить через Гриттера? Что скажете? По идее, это должно быть очень сильно. Вот эта маска, конечно, мне она бесполезно лежит. Я бы ее даже сейчас рольнул бы, если бы можно было, но нельзя. Ой-ой-ой, тут какой-то чел очень сильный. Играя через нежить. В принципе, можно было бы и... Боги орк я не особо хочу. Хотя для богов орков здесь катка довольно-таки хороша. Если объективно посудить, то для богов орков здесь катка хороша. Ну, тут чел очень сильный. Ладно, я выйду в монетки пока. Пока выйду в монетки. Муэрто. Хочу ли я Муэрту закерить через Гриттеров? В принципе, можно было бы попробовать Муэрту через Гриттеров. А можно было бы вообще в нежить сыграть. Но нежить, я думаю, такая слабоватая синергия будет. Чука, ой-ой-ой. Очень сильно билд. Один, второй. Я очень много получаю сейчас по лицу. У чувака эгида в двойку. Он еще ни разу ко мне не приходил. Он сейчас придет и расскажет мне, что такое эгида в двоечка. Мы все знаем, что такое эгида в двойку. Это очень сильно. Это очень сильно и очень опасно. Опасно для здоровья. Ладно, я лучше выйду в быстрые монетки, короче. Мэр-то я пожертвую. Если что, сыграю через зверей. То есть, какой-то билд я точно буду собирать. Какой, только непонятно. Гениальное решение. Омник тут пришел в двоечку. Ну, тут посильнее билд. А кого ты, рыцарь собрал? У меня очень долго кастует вот этот вот Тинкер. Может, надо как-то его переделать? Орки идут. Ну, реально, орки очень даже хорошо идут. Можно было бы в тупую орков собирать и не париться. У меня как-то стол сейчас слабоват, если честно. Может убрать эти халявные роллы и поставить так? Мне кажется, будет сильнее. Просто у меня маска useless. Двойка. Ух ты, ё. Если играть на полуорках, то такое себе выйдет. Ладно, халявные роллы я оставлю на раунд с мобами. Пусть будет пока. Тут в двоечку. Боже, у него и тут острые наручи. Да вы издеваетесь. Что так? Не-н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 е, умирай быстрей. Этот бы сейчас пеньков своих бы накидал, я бы в шоке был. Сыграть здесь через волшебников и не париться. Вот серьезно. Просто взять и сыграть через волшебников. Просто ошибка была это взять вот эту маску. Маска второго тира бы давала мне очень много. А я сделал ошибку. Катастрофическую ошибку. Не, ну, в принципе... А почему нет? Давайте попробуем. Давайте реально попробуем. Сыграем через волшебников. Тут хотя и гида в двойку уже есть, но можно сыграть через волшебников. Вдруг чего я смогу перестроиться против мертвецов и тому подобное. Единственное минус, что если у меня челики будут очень быстро умирать... А у меня... Я мобов даже не пережил. Боже, какой-то кринж. И как же я ненавижу эту тему. Ладно, это чисто моя ошибка. Это не чья ошибка, это чисто моя ошибка. Сам дурак, что сыграл вот так. Ну, спасибо, хотя бы персик пришел. Хоть на этом спасибо. Я серьезно, персик это лютая имба для меня. Магический посох, ну, в принципе, почему нет? Маска вот это бесполезная. Я дурак, что я взял маску. Короче, я хотел сыграть через один... Ай, короче. Ну, что объяснять? Я думаю, вы так сами видите, что происходит. Тут фулл эльфов поставил еще. Ну да, тут, скорее всего, либо я буду играть через гоблинов. А это, скорее всего, не так будет. Я, скорее всего, буду играть через волшебников плюс магов. Скорее всего. Ну, сейчас посмотрим, как оно будет приходить.
И от этого уже толкнусь. Тинкер, конечно, меня в одном моменте подвел очень сильно. Прям, ну... Хорошо. Плюс халявный ролл. Отлично. Так, есть один. Есть второй, есть третий чел. И тебя возьмем. Можно было бы и орков поставить. Это все-таки плюс хпшка. Плюс хпшка. Или не надо. Тут есть рыцарь. Сильный рыцарь, конечно. Там у него в двойку персонаж. Или поставить все-таки орка. Я, наверное, поставлю. Все-таки 150 хп мне как-то поболее нравится. 40 монет на 12 раунде, в принципе, неплохо. Ух ты, ё. А вот это плохо. У чувака цветки есть. Очень плохо то, что у него есть цветки. Если он будет играть дальше через цвет, то у меня будут огромнейшие проблемы в виде того, что он будет играть через вот эти вот дубликаты. А дубликаты меня будут тут очень сильно душить. Я, наверное, волшебника все-таки сделаю. Мартреты, конечно, приходят, и можно было бы реально через нее поиграть и через убийц. Или сыграть через убийц. Ладно, окей, через убийц, так через убийц. У меня все равно убийцы приходят. На самом деле, чистый урон поставлю, и будет вообще песня. Правда, я так поздно это делаю, что... Боже, какие двойки сильные. Да, без денег, но у него двоечки огромные. Я еще и никого не особо не вынес. Понял. Спасибо. Ну тут эльфы. Ладно. Маги так маги. Зря, конечно, я продал. Зря, конечно, я продал Лину. Ладно, попробуем хоть деньги заинкамить. Ну, это все неопределенность. Вот наглядный пример, что решает неопределенность. Вот что. Когда вы не определились с билдом, и вот такая вот тема происходит. Вы просто не можете ничего собрать нормального, толкового. Тут резак в двойку. Какой же сильный чел. Очень сильный чел. С резаком в двойку. Котел. О как. О как. СФ. Отлично. Для моего билда самое то. Будем играть все-таки, вот как я сказал, через волшебников, магов. Но дракон маг, кстати, здесь мог бы зайти, но здесь нету Зевса. Котел, конечно, пришел, это круто. Но не скажи, что я опять мобам откисну. Ну алло, ну. Серьезно, опять мобам откисну. Это бред. Какой маг дракон, короче. Уже второй раз я откисаю мобам. Второй раз. Гениальное решение гениальных проблем. И что мне упало сейчас? Отлично, гениально, шмотка шикарная. Сам дурак, так еще и на всех жалуюсь. Зачем вы мне нужны? Гримтач, спасибо. Иди отсюда. Цветка. Нужна ли мне цветка? Я на цветах не хочу играть.
Гуляйте Васю на ватрасе. А я магов не могу подставить. Да и что ж с тобой приключилось такое? Ладно, давайте хотя бы чину книжников, что ли, подставлю. Фул. Хоть какой-то плюс пусть будет. Может через... Может через Тинкера я смогу хоть что-то сделать, хотя вряд ли. Да, там луна, просто посмотрите, как душит. Да, сейчас надо магов будет выставлять. Вряд ли, конечно, и камбэк, но это чудовище. Одного мага не хватает, иди сюда. Вот ты, да, ты. Все, отлично, шмотки вот так вот тебе. Ну и поиграем сейчас. У меня есть эсэпчик, через эсэпчика, если что, сыграю. Почему нет? Я не совсем уверен, что мне это поможет, конечно, потому что я уже кучу ошибок совершил со старта. И мне на самом деле нужен 8 уровень. Если объективно так подумать, то мне нужен 8 уровень, чтобы хоть как-то себя чувствовать получше. Восьмой уровень мне чисто нужен для того, чтобы я смог находить легендарные фигуры, которые мне нужны. Мне нужен Лич в идеале. Спектра тоже неплохо пойдет для как танк. Тинкер на самом деле мне уже не особо нужен. Ты мне нужен чисто, чтобы я с тебя деньги поимел, когда надо. Маска вот это вот вообще, не знаю, зачем она мне. Надо будет переделать. У меня два предмета, которые мне вообще не нужны. Тут будет фулл звери. Самый опасен это чел на охотниках. Ну, короче, на первом месте, который через эльфов играет. Он самый опасный для меня. Достал для всех, отлично, но все равно, как видим, не очень. Ну, ты... Муэрта меня задушила, конечно. Минус. Ну, хотя бы минус 2 дала, не больше. Бабка. Апгрейд небольшой. Так, вы пропадаете. Ты как бы прикольный типчик, но я бы на самом деле тебя скипнул, как и морского. Ой, морского, как бы вот этого чудика тоже. Вы все находитесь слева, да? Но у меня, в принципе, я вроде достаю как бы до туда. Вроде бы как до туда я достаю. Если бы разор у меня был еще немножко побольше уровня, то я, может быть, еще дальше бы доставал. Единственное, что у меня котел, как бы, такой себе перс, он меня не особо здесь заходит. Короче, как-то мы с этого выпытаемся. Как-то с этого выпытаемся. Я думаю, не все так потеряно. Так, монетку я с него получил, хорошо. Так, отлично, здесь я тоже вынес немножечко. Хорошо, на 8 уровне ролимся, находим персонажей, качаемся. Отлично, еще и Сэп пришел. Ой, Лина пришла. Но мне нужен СФ. Так, ты мне уже не нужен, гоблин. Так, вот так сделаем. Вот так вот как-то сделаем. А нужен ли ты мне? На самом деле ты мне уже не особо нужен, поэтому вместо тебя бы я поставил лучше Разора, либо же даже Лину. Мне на самом деле предметы вот эти вот мне нужны. Я, скорее всего, сейчас буду ролить, и если я вдруг найду посох 5-го тира, это будет полный развал кабинета. Посох 5-го тира это лютая имба. Особенно, когда у меня есть вот такие вот предметы неплохие. Мана плюс 40, персик. То есть, в принципе, тут неплохие у меня шмотки. Танка никакого нету. Вот это вот, да, вот это обидно. Сэп не понадобится, я его буду собирать. Почему нет? Вдруг что там перестроится, либо что-то еще. Мне, на самом деле, вместо котла нужна Лина. То есть, у меня будет два персонажа, которые будут дамажить. Это SF и Разор массовым уроном. А Лина мне, наверное, нужна как таргетный урон. Серьезно? То есть, серьезно, мне пришел МК, да? Угу. Ладно. Хотя, на самом деле, не особо уверен, что мне нужен этот МК. Тут фулл зверь, тут фулл ведьмак, через убийц. Отлично. Лучше не прикажешь.
Шар бездны мне на самом деле не очень нужен. Тут нету против кого ставить шар бездны. Тут все магически бьют, поэтому я это все скипаю. Отличный предмет мне пришел сейчас. Вот мне реально шикарный предмет пришел. Так, тебе криты. На самом деле. Ну, кстати, отличный предмет реально пришел. Но я бы хотел... Короче, я не могу скипнуть этот предмет. Я сейчас объясню почему. Смотрите, этот предмет, он сразу даст облет. То есть он наносит 100 магического урона, но по факту он будет где-то около 200 магического урона носить. Как-то так расстановку сделаю. Короче, около 200 магического урона он будет носить. Да, это копейки, да, это слезы. Многие кто скажет. Но на самом деле это очень сильный скилл. Смотрите, оп, облет. Да, там полсекундочки станчик. Но, тем не менее, эти полсекундочки мне могут выиграть время. Лина, в кого ты кастуешь, дорогая моя? Объясни мне, пожалуйста, в кого ты только что кастовала? Зачем ты в него кастовала? Зачем он тебе нужен был? Объясни мне, пожалуйста. Так, МК, иди гуляй, потому что у меня сейчас нервы сдадут по полной программе. Так, Разор, ой, Разор, ты подойдешь мне. Ты вот так вот, иди сюда, остановись. Лина, на самом деле ты меня так разочаровала, что мне хочется... А зачем ты тут стоишь? А ну погуляй, дорогой мой. Я сейчас тебя сразу не увидел. Бесполезный ты овощ. Так, тут 250 урона и 100. Тут 300. Тут я, кстати, тебе отдам тогда. Раз ты быстрее кастуешь, то тебе. И, так как здесь Ведьмак собрался с морскими, то мне нужно по-любому сделать вот такую вот мини-расстановочку. В идеале мне бы... Я сейчас, кстати, на мгновение... Подожди, я что, скипнул суть... Погоди. Не скажи мне, пожалуйста, что я скипнул сейчас очень хороший предмет. Ух, я зеркало не скипнул. Зеркало это хорошо, что не скипнул. Если бы я скипнул зеркало, у меня бы тут сердечный приступ случился. Вот прям на месте. А что за подгон? Такое мне нравится. Так, по поводу эгиды. Нужна ли мне эгида? На самом деле, SF так себе будет. Эгида смотрится более универсальным персонажем, если так подумать. Блинк нужен? На самом деле нет. Дискорд мне нужен. О, просто под заказ Дискорд. Так, ману плюс 40 я отдам тебе, потому что здесь есть зимние объятия. Ты, в принципе, через зимние объятия тут чпуньк. Чпуньк. Видите, а у него мана очень долго регенится. Так, чел решил сыграть через убийц плюс ведьмаков, но у него пока плохо получается. Тьфу-тьфу-тьфу. А у меня пока тоже очень плохо. Кстати, Бруда. Кстати, Бруда тоже неплохо смотрится в таком билде, потому что наносит 50 магического урона со старта, дает 10 дополнительного, 6 секунд. Ну, в принципе, можно было бы и подумать насчет нее, но нет. Котел. Нужен ли мне котел? Вот если подумать, то не особо на самом деле. Вот если у меня так себе, он мне руинит немножечко, я назвал это. Так, мана плюс 40. Пусть тебе будет. Тебе вот эту мега-маску. Криты пусть у тебя будут. Они у тебя и есть. Мне главное просто выносить вот этого вот эльфа, который через троечку луну играет. Обалдеть. У меня КД такое долгое. Ай-яй-яй, прикиньте. Из-за долгого КД он мне вынес. Ну, тут я, наверное, не выставлю. Хотя... Если я выставлю баф людей, то, наверное, у меня будет все довольно-таки плохо. Да? Просто не хочется обкекаться немножечко. Ну, кстати, я могу так сделать. У меня будет еще и разор сверху. Хотя можно еще одного лондруида поставить. Баф людей дает книжки. Нужно ли это мне? На самом деле, мне книжки не особо здесь нужны. Поэтому, в принципе, этого будет недостаточно. МК мне приходит, ну будь здоров, вот серьезно, мне бы никогда так не приходило, еще и спектра приходит, обалдеть. Ну, кстати, спектру можно будет юзнуть. Знаете, как ее можно будет юзнуть? Как танков. Да нет, как танк ты такой, ну, тоже так себе будешь, поэтому нет, лучше Лину закерить. Ну да. Там луна на самом деле огромная. Но с луной мы как-то еще поиграемся. Вот только у него есть масочка вот это прям не масочка, а... Короче, у него там сильная тема в виде манты.
Чтобы вы понимали, у него 3 луны дают отскоки. Это очень сильно. И Гирыч пришел. Ну то, что ко мне Гирыч пришел, это прям... Блин! Оба предмета хорошие. И винтовка, и цепочка, и зимнее объятие еще одни. Но на самом деле, наверное, зимнее объятие, чтобы максимально больше импакта вносить со старта. Поэтому вот так вот, тебя вот так вот, это тебе. На самом деле, у меня такие более-менее хорошие предметы. Тьфу-тьфу-тьфу. То есть рандом мне не особо сейчас подводит, но некоторые предметы мне вообще не нужны. Я бы такой, чтобы попробовать все-таки скипнуть вот эти два предмета. О, а сейчас будет контент. 350 урона. А тут, ну тут 9,6 секунд, тут 9 секунд. Давайте сейчас просто посмотрим, как оно будет. И от этого я уже оттолкнусь. То есть я посмотрю, может заменить придется. Ой, похоже, придется заменить все-таки. Да, лучше, наверное, в Разора. Хотя не факт. Ну, Разор прям нормально, так 6500 урона внес. Просто у Разора будет меньше КД в разы. Сейвчик. Лондруид, отлично. Шикарно. Или в Разора реально закинуть. Просто у Сефа 400 урона. Тут 350. И ударных волн 10. А каждая ударная волна дает сколько? Каждая из которых наносит урон. 10 ударных волн. Насколько это будет сильнее? Давайте сейчас посмотрим. Но мне кажется, намного сильнее будет. Или мне просто это кажется? Я сейчас просто хочу посмотреть, насколько это сильнее все-таки. Ну, как-то да, как-то такое, видите, слабовато прям. Луна меня прям испепеляет нормально. Хотя... Нормально я его так душанул. Сколько тебе там секунд? 10? А тут сколько было бы? 8. И, блин, и хочется, и колется. Ай, чем черт не шутит. Давай тебе все-таки. Сейчас у него вообще на всю карту будет накидывать он. Ведьмаков поставил. Вот это вот плохо, то, что он Ведьмаков ставит еще сверху. У него сильная луна. Наверное, все-таки как-то так, а тебе хпшку закину, чтобы ты просто переживал. Броня у меня есть, на самом деле я кирасой смогу задефаться. Все равно долго, когда видите. Не хватает чутка. Хотя хватает вроде бы. Зверь фуловый очень такой напряженный для меня, как я вижу. Гидка есть. Уровень, что ли, взять? Наверное, эгиду придется взять, попробовать. Ну, кстати, раз он достает подальше... Как у тебя работает так? Ширина волны в разные стороны. Ну, ты вроде бы должен доставать. Или не должен. Я, наверное, уровень еще возьму. В принципе, я эту шмотку могу куда угодно притулить, когда надо будет. Ну, ты, в принципе, должен по всем сейчас доставать, правильно ж? Вроде бы да. Надо посмотреть вот этого молодого. Но у него тут все такие, ну такие жестковатые там ребятки, если честно. Ну сейчас посмотрим, как мы будем против него. Ну, неплохо. Я не скажу, что прям ужасно, но не идеально. Если бы у меня там какие-то шмотки еще были на урон, то я думаю, было бы вообще песня. Но мне нужно сейчас уровень апнуть. А уровень мне нужно апнуть чисто из того, что у меня стоит эгида в двойку без дела. То есть, будет у меня эгида в деле, будет вообще шикарно. У меня будет столько магического урона.
Ну, кстати, заметили, какую я ошибку совершил? Я очень долго перестраивался. Я очень долго думал, что как собрать. Вот, кстати, чел сейчас играет на охотниках 9 штук. Для меня это проблема. Тут еще есть как бы чел через ведьмаков. Не скажи, что ты темпларку в двойку нашел. Благо, темпларку в двойку ты не нашел. Это хоть что-то меня радует немного. Кстати, прикольный стиль у него ТБшки. Я бы себе тоже хотел такую ТБшку интересную. Было бы прикольно. Не знаю, заточу я это или нет. Тут чистый урон есть, тут много физического урона. Если найдут БКБ... А, там маска на отхил, боже. Это плохо, то, что маска на отхил. Мне бы какой-то хек. Короче, мне надо много магического урона и желательно закерить Лину. Через физический билд. Было бы хорошо. Если мне сейчас придет цепочка, будет вообще x2 хорошо. А немного ли я захотел, да? И цепочка мне. Может, ладно, не буду говорить. Хорошо. И МКБ было, и это было, и то было. Это сильно. Мне нравится вот этого чувака расстановка. Боже, он темпларку закирил. Мне не нравится чувака расстановка. Не надо, пожалуйста. Ты меня сейчас будешь испепелять, скорее всего. Ни души. Молю. Дай пожить. Темпларка имеет встроенную защиту, и это очень плохо для меня, понимаете? Он еще рейндж... А, не рейндж тычки нельзя. Короче, у него хоть все кучно, это мне радует. Окей, спасибо на этом. Ты меня просто этим радуешь, что у тебя все кучно. Кстати, может Дискорд... Не, ну Дискорд лучше пусть у меня будет. Короче, самое опасное это эльф и Гаубайс. Вот этот вот убийца-ведьмак. Вот, кстати, он пришел. Просто они могут мне всех ваншотнуть. Вот, вот одна из проблем. Он темпларочку себе нашел, божечки, нет. Ни души. Все. ГГ. Ни души. А он душит. Все. Не знаю, 2 разора, наверное, буду ставить. У меня все предметы хорошие, вот понимаете? У меня все вот эти вот предметы, они хороши. Все эти предметы, они мне нужны. Но я буду пробовать. Хекс, может, найду какой-то. Возвратка есть. В принципе, возвратка было бы неплохо, но тут есть еще эльф. Тут есть еще охотник. Мне не работает просто против него. Ладно. Маска. Маска мне вообще не нужна, если честно. Ладно, может, 2 разора мне как-то импакта внесут больше. А вот и импакт разоров моих. Точнее, вот импакты. Ладно. Ладно. Охотников я как-то душанул. Я надеюсь, сейчас он убийцу этого вынесет, потому что убийца там очень огромный. Конечно, у него темпларка тоже огромная, но я думаю, темпларку я как-то еще более-менее это смогу вынести. Хотя это на самом деле... Вынеси его, пожалуйста, просто вынеси. Вынеси эту темпларку, я тебе молю. А этот убийца выносит его. Боже, нет, 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 нет. У меня, похоже, плохие новости будут в катке. Ведьмак проиграл, окей. Но не факт, что я сейчас выиграю этого ведьмака. СФ хорош для меня, на самом деле. Но я, может, и гиду поставлю лучше, потому что тут 300 урона будет. Тут просто... Короче, он очень опасный. Я не знаю, я, наверное, не смогу вытащить его. Слишком много у них магического сопротивления и всего остального. У меня, конечно, есть шмоточка. Ну, вот это бесполезно, это полезно. Мне бы цепочка... Кстати, если бы цепочка, наверное, пришла, надо, наверное, попробовать 4-го тира шмотку найти. Да и хекс мне нужен, на самом деле. Не знаю, может поменять расстановку. Надо посмотреть, какой импакт от разворов. Душите его, пожалуйста, душите.
Боже, все. Вот и минус. Чел меня просто выдушивает. Я ничего ему не могу сделать. Надо, чтобы кто-то его вынес. Я сейчас попадусь с эльфом. Если эльф меня очень сильно вынесет, это будет беда. Лич. Ха, ну даже если лич у меня есть, окей. То кого мне менять? Даже если лич есть. У меня есть 2 эгиды. Я еще и без денег. Но если Разор сейчас приходит в тройку, я 100% меняю на лича. Если бы лич у меня был в двойку, кстати, вот лич в двойку мне очень может помочь. Вот просто смотрите, насколько он жирный. Этот еще сумонит толпу народа своими эльфами. 1 хп у него, у меня 7 хп, потому что... Как же тяжело. Ну, лича в единицу нет смысла, наверное, ставить. Ладно. СФ пришел. Ну, гида будет помощнее. Вот честное слово, гида будет помощнее. И Лина будет помощнее. Хотя Лину я вообще не керю. Может реально попробовать. Хотя он... Ай, все, рискуем. Может быть и гида в тройку бы мне помогла. Хотя я не уверен. Еще одни зимние объятия упали, отлично. А, у меня нет зимних объятий, это упал одиночный. Разорчик. Да что ж никакого улучшения не пришло, ну... БКБ, АЛС, сердце, ну мне эти все предметы не нужны. БФ тем более мне не нужен, пришел БФ. Ладно. Кекс, пожалуйста. Отлично. Как-то в 2 эгид я верю побольше. Может быть, у меня получится. Может быть, и я не уверен. Там, если у кого-то БКБ... Боже, и ведьмак-убийца еще живет. Охотник живет. Все очень плохо. Меня, скорее всего, охотник вынесет. Нет. Души, души его. Отлично. Вынесите ведьмака, я хотя бы в топ-3 улечу. Давайте, улучшение. СФчик, отлично. СФчик в тройку, это, конечно, очень хорошо. Вынеси его, я тебя молю. Просто вынеси. У тебя предметы посерьезнее, чем у него. У него только там какие-то там мясы и всякое такое. А он его, скорее всего, не вынесет. Зато меня вынесет. Я в топ-4 отлечу. Боже, это такая обидная катка будет. Вот минус в том, что я не определился очень. Очень сильно не определился. Определился бы я намного раньше, было бы ну, все намного лучше. Он его не вынесет, там ничья. Боже, он еще и жив. А зато меня они сейчас будут выносить. А у меня 9 хп. Ситуация очень плохая. Ситуация, я бы сказал, максимально плохая. Может быть, если бы Разор в тройку пришел бы, я бы скилл отдал бы Эгиде, и было бы все четко. Хотя какой там четко? Ничего бы четко не было уже.
Я ему убил! Я убил ему темпларку! Просто ваншотнул! Есть! Но это я себе просто отстрочил смерть, грубо говоря, в любом случае. Зачем ты мне нужен? Отлично! Замечательно, один вылетел. Все, мы втроем деремся, как 3 льва. 3 льва заперты в клетке. Его я... Боже, у него БКБ. Да за что ж ты мне такой душный? Сейчас он ко мне должен прийти. За что ж ты мне такой душный попался? Сфера, БКБ, все у тебя есть. Хекс, прилети ему, пожалуйста, просто на лицо Хекс. И ваншотни его. Не достал, не достал. Не-не-не, хотя бы еще одного. Какая же муэрта огромная. «40 магический урон, плюс 40. А кто... Подожди, а мне картинка пришел. То есть сейчас он еще раз ко мне должен прийти. Если я правильно понимаю, то сейчас должен он ко мне еще один раз прийти. Я просто не достаю до того. Какая же потная игра. Не он пришел. Нет, только не иллюзий, тонна, я тебя молю. Я все равно минус 5 получил. Боже, как обидно. Вот это было обидно. Какое же обидное топ-3, боже. Но тут была моя грубая ошибка, максимально грубая ошибка. И особенно, когда есть темпларка. Боже, когда есть темпларка в катке, это просто. Ну, я еще почему-то не понял, почему ко мне пришел не охотник. Я все под охотника сейчас сделал. Реально не понял, по какой причине мне не пришел охотник. Вот просто этого я не понял. Объясните мне, почему не пришел мне охотник. Вот ко мне пришла картинка. То есть, следующий бой, значит, я должен был проводить с оригиналом. Почему не с оригиналом? Ну, короче, ребят, самая главная моя ошибка в том, я не определился с билдом с самого старта. И вот итог. Если бы я определился с билдом с самого старта, то это бы не произошло. Я бы спокойно здесь играл, я бы спокойно здесь все выносил и был бы в неплохом состоянии. По крайней мере, я бы Лину не скипнул, да, и все остальное. То есть, ну, как видите, все совершают ошибки, и я не исключение. Чел, конечно, идеально расстановку сделал, но я расстановку-то свою делал не так. Он еще и бессмертие там сролил. Но это он сейчас сролил. Но до этого я его ваншотнул. А ваншотнул я его предметом. И Хекс прилетел. То есть шансы у меня были. Ну, обидно немножко. Обидно, да. Я не скрываю. Это реально обидно. Ну, кстати, чел охотников 9 штук собрал. Через Муэрту. Нормально так его выносит. Почему он его не дамажит? Я сейчас не понял. У него же чистый урон под щитом. Он вынес его чисто. Ну вот, плюс темпларки, у нее есть щит. С этим щитом она просто разрывает. Темпларку еще одну нашел. Арну, если он сейчас темпларку в тройку соберет. У него денег куча. Это у того чела нету денег. Гномьей брошки у него тоже нету. Если бы у него была огромная гномья брошка, я думаю, было бы попроще. И, наверное, расстановку бы ему поменять, вот в самом деле. У него цепочка кидается на Трента. И все. И делай, что хочешь. Но тут бы я Башар, наверное, бы забрал и перекинул бы что-то. Но тут Башар вообще ему не нужен. Ему на самом деле шмотка на скорость атаки вообще не нужна, вот эта. Кстати, ФК стоит. Вау. А нормально только, что он чистый урон так. Я сейчас не понял, темпларка не смогла подойти?
Посмотрите рофл. Темпларка просто не может подойти. Ему надо расстановку поменять. Серьезно. Знаете, самое забавное, проиграл в топ-3, еще и сижу комментирую до конца. Ну, катка интересная. На самом деле тут я немножко протупил. Вот, ну как немножко, я с самого старта не смог определиться со своим билдом. Если бы я определился с самого старта со своим билдом, такой бы ситуации не произошло. Вот серьезно. Мне на шмотке неплохо поперло. Да, на шмотке мне действительно неплохо поперло. Да, там 2 предмета не очень, но остальные предметы мне, в принципе, хорошо залетели. Бесполезных не было. Ему доспех экзорцизма нужен, чтобы вот это вот убирать. Но ему не нужны вот эти 2 предмета. То есть, если он думает, что это дает скорость атаки, и он там себе лютый импакт делает, то нет. Кстати, Муэрто в тройку очень красиво смотрится. Себе дома Мьёльнира засунул. Не, ну темпларка лютая. Щит накинула, правильно встала, все, ГГ. Ему просто в действительности нужно убрать вот этот предмет, либо же вот этот предмет убрать и закинуть себе БКБ элементарное. С элементарным БКБ он бы не чувствовал этой цепочки и скидывал бы себя без оружия. Тут есть МКБ, по этой причине ему и не нужен этот предмет. И, кстати, вот видите, если бы у этого чела было бессмертие, он бы эту темпларку, скорее всего, разрывал бы, нечего делать. Ну, кстати, и БКБ контрит урон, как-никак, магический. О, цепочка опять сюда прилетела. А я что-то не понял немного, каким образом прилетает цепочка сюда? То есть у кого-то урона больше становится в один прекрасный момент? Вопрос у кого? О. Вот видите, просто темпларк не дает подойти. Боже, это так смешно. А, вот, за башу. Ради баша? Ну, тут 10%. Ну, кстати, смотрите, насколько зарешали эти 10%. Ну, раз в 10 тысяч, я бы не делал такого. Ой, яйцо. Еще одну. Ты сейчас серьезно соберешь темпларку в тройку? Он реально может сейчас собрать темпларку в тройку просто-запросто. Если он ее соберет, это будет очень жестко. Просто 2 яйца за раунд это... 45 раундов. Интересно. Яйцо одно собрал. Ну, в принципе, логично. Тут, если темпларка приходит, то он в тройку ее собирает. И, скорее всего, мэр этой жизни не будет. Тут еще, если сейчас ему криты, наверное, какие-то придут, будет топчик. Ну, давай, что тебе упало? Боже, как меня бесит эта тема, что я не могу посмотреть предметы, потому что я не приглашенный игрок. И что тебе упало по итогу? А, багровый потрош... О, кстати, это предмет очень сильный. Но я бы закинул его в темпларку. Зачем он закидывает ее в луну? Ладно, мне этого не понять. Ну, кстати, он сейчас может очень сильно проиграть, если он не сролится. У него есть огромный шанс получить темпларку. Если сейчас просто много ребят выживет у него, то он его уничтожит. Ну, посмотрим. Ну, кстати, как же все равно этому багровому потрошителю, как мы видим. Вот и все. Походу бабки он свои проиграл. Не, еще не проиграл. Я думал, что он сейчас его проиграет. Ну, просто, чел, ну поменяй шмотки, ну убери ты вот этот вот бесполезный стан. Бери бесполезный клинок тени, который тебе не нужен. О, все, темпларка в тройку. Темпларка в тройку, прикиньте. Чел, у тебя яйцо есть, забудь уже. Это не роль, просто найди уже. Все, темпларочка в тройку, яйцо кидает и все. Ну! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь, баран? Он его и так вынес, но... Почему?
он только что мог просто проиграть. Очень легко. Не, ну классная игра была на самом деле. Ну вот я же говорю, ребят, не совершайте мою ошибку. Определитесь с билдом заранее. Я вот совершил ошибку, не определился с билдом заранее, и вот как итог я отлетел в топ-3. Хотя я мог здесь спокойно занять топ-2. Топ-1 я вряд ли бы занял, потому что тут есть темпларка. Но если бы я, в принципе, мозгами чуть подумал побольше, то я бы перестроился в какой-то другой билд, например, гритеры, и спокойно бы захрону кого-то бы выносил, особенно если бы я Лину закерил. То есть, ну, просто моя ошибка. Поэтому не совершайте ее. Вот как бы как-то так. Мне нечего больше добавить, потому что, ну, вот как бы разор тройку, идеальный предмет, шикарный. Ну, мне очень повезло, что этот предмет не упал с первого ролла. Реально повезло. Но тут да, тут ошибку чел совершил. Ну, вот это. Да, он его вынес, все равно, как итог, он его вынес. Но он мог только что очень сильно проиграть. У него было яйцо. Ладно, мне это не понять. Но Муэрта тоже, конечно, сильная. Но и, как я говорил, магов законтрить довольно-таки легко. Один предмет. А под Муэртой, под 9 охотниками, как видим, результат неплохой был. На самом деле, может быть, если бы не какой-то... Короче, я не знаю. Я думаю, если бы личка мне пришел, то было бы все хорошо. Но это было все равно сильно. Мне понравилось. Что думаете вы? Напишите в комментариях. А так, всем огромное спасибо, всем удачи. И не забудьте подписаться на мои каналы, потому что YouTube цель 5000 подписчиков, а в Телеграме 1000. Всем удачи.